Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. В сегодняшнем видео я буду рассказывать очень важную и интересную тему. Это, конечно же, ЛБЗ World of Tanks HEAT. Сегодня мы вспомним, какие ЛБЗ были на первом альфа-тесте в начале 2024 года. Разберем каждую задачу и награды. А также я попробую подумать, какие ЛБЗ в будущем будут в игре. Потому что ЛБЗ вот HEAT точно будут. Это вопрос времени, когда они появятся. Сразу на релизе, либо в будущем. И очень важно, чтобы разработчики их правильно сделали. А перед началом просмотра не забывайте подписываться на канал, если вы смотрите без подписки. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии для продвижения канала. Также рекомендовал бы вам подписаться на Telegram. Все новости по игре и не только я быстрее всего опубликую только там, после официального выхода. А теперь в теме видео. ЛБЗ, они же личные боевые задачи, это очень важная механика. Как мы видим на примере старых танков, после ввода ЛБЗ 3.0 онлайн очень сильно повысился. Большое количество игроков начало в них потеть. Те, кто играл до этого в игру, стали играть еще больше. А те, кто не играл, вернулись, чтобы тоже попытаться выполнить эти ЛБЗ и получить главные награды. Как вы знаете, вот HEAT на первом альфа-тесте, тогда еще игра называлась Проект КВ, была первая версия личных боевых задач. Сегодня мы эти задачи рассмотрим, какие они были на тот момент и какие хотелось бы, чтобы их сделали в будущем. На втором альфа-тесте, к сожалению, мы механику ЛБЗ не увидели, скорее всего, они как раз сделались. Как я говорил в начале видео, они появятся 100%, неважно, сразу после релиза, либо в будущем. И переходим к смотру ЛБЗ, которые были на первом альфа-тесте. Вот так вот выглядел главный экран задач. Как мы тут можем видеть, планировалось несколько кампаний, но для прохождения была доступна только одна. Это операция Recruit. Главная награда была это агент Атом и его главный танк легендарный объект 279. Если мне получится найти скриншоты агента и танка у вас будут сейчас на экране. Немножко расскажу про агента и про танк, что с ними случилось в будущем. На состояние февраля 2025 года, когда проходил второй альфа-тест, агент Атом был убран из игры, возможно в будущем его вернут и дадут ему какой-то другой танк. Объект 279 стал альтернативным танком агента-ударника, если я правильно вспомнил. Если неправильно вспомнил, поправьте меня в комментариях. И как мы тут можем видеть, на этом экране планировалось несколько кампаний. За первую кампанию операция Recruit, агент Атом плюс 279. И также еще планировалось несколько кампаний, за которые раздавались бы также, скорее всего, новые агенты и новые танки. Потому что на первом альфа-тесте игры была какая механика? Один агент, один танк. Это теперь у одного агента может быть несколько танков. Тогда был танк только один у агента. Возможно, еще задачи отличались бы по сложности в разных кампаниях. Ну, типа вот в первой кампании Recruit задачи были простые, а потом дальше были бы в следующих кампаниях сложнее и сложнее. И теперь давайте как раз перейдем к задачам. Рассмотрим, какие задачи были тогда, насколько они были простые либо сложные. Если что, я сразу скажу, я эти задачи не выполнял, когда играл на первом альфа-тесте. Я просто играл и смотрел, что это за игра. Задачи мне было выполнять неинтересно, потому что я все равно знал, что это тест, и на релизе произойдет вайп, и прогресс не сохранится, если даже я их и выполню. Поэтому я на задачи решил забить и их не выполнял. И теперь будем разбирать каждую задачу. Всего их было 10 в компании, и будем разбирать с 1 по 10. Первая задача – отыграть 10 боев. Накопительная задача, которая очень легко выполняется. Неважно, ты победил, проиграл, главное отыграть бой. Задача просто элементарнейшая, выполняется за один вечер, грубо говоря, даже быстрее. Я даже не знаю, насколько быстро можно выполнить, потому что точное время боя на момент первого альфа-теста я не помню. Но на втором альфа-тесте бои в среднем длились от 7 до 10 минут. Следующая задача – захватить 10 баз. Тоже элементарно выполняется, можно даже сделать в одном бою, если повезет. Если противники будут часто захватывать ваши базы, то вы сможете их отбить обратно, и вам это будет засчитываться. Что сначала бой начался, вы захватили базы, потом противники захватили, потом вы снова отжали базу себе. И таким способом можно за один бой выполнить. Тоже элементарно. Следующая, третья задача – натанковать 10 тысяч урона. Тоже выполняется очень легко. Берете какого-то Абрамса и выполняете. Скорее всего, в те времена, когда эти ЛБЗ были на первом альфа-тесте, их как раз на Абрамсе, скорее всего, и делали. Потому что Абрамс на момент второго альфа-теста – это самый бронированный танк, и на нем проще всего танковать. Четвертая задача – восстановить 7500 хп. Это имеется в виду, если вас надамажили, вы используете ремкомплект и восстанавливаете себе хп. Тоже выполняется легко, если не за один бой вы это выполните, то за несколько боев точно сделаете. Тоже элементарно. Пятая задача – нанести 7500 урона способностями.
тоже как будто бы несложно. Я, конечно, опять же не помню, потому что уже много времени прошло, сколько наносили способности урона на первом альфа-тесте. Но все равно это не такое большое число и выполняется легко. И тем более нет ограничений, кстати, вот я забыл сказать. Нет ограничений, вот где там натанковать, восстановить хп, то же самое и здесь. Нанести урон способностями. Это не обязательно делать за один бой. Нет такого ограничения. Вы можете выполнять это хоть 10, хоть 100 боев. Как я понял, такое правило действует и на другие задачи. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде, и в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости, опять же, от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка – это лучший способ это сделать. Следующая 6-я задача – нанести 15 тысяч урона критическими попаданиями. Тоже элементарно, в теории даже можно сделать за один бой. Опять же, я это говорю, как эта игра игралась по состоянию на второй альфа-тест, который проходил в феврале этого года. Следующая задача – нанести 25 критических попаданий. Тоже можно в теории сделать за один бой. Следующая 8-я задача – нанести 7500 урона, играя на классе защитник, и убить 5 врагов критическими попаданиями. Тоже в теории можно сделать за один бой. Тоже элементарно. Следующая задача, предпоследняя. Нанести 5000 урона в ближнем бою и убить 3 врагов тараном. В ближнем бою, в принципе, набить урон не так будет сложно. Опять же, берешь того же Абрамса и вперед. А вот убить тараном, это уже могут возникнуть проблемы. Не каждая техника под эту задачу подойдет. И плюс это еще момент рандома есть. Задача не то что сложная, она больше рандомная. Именно вот из-за тарана. И последняя задача – нанести 5000 урона с большого расстояния и убить 3 врагов критическими попаданиями тоже с большого расстояния. Тоже элементарно делается. Вот такие вот задачи были на первом альфа-тесте в 2024 году. Задачи все элементарные, выполняются очень легко и даже в теории можно выполнить, не знаю, за один стрим. Если бы я стримил, конечно, в тот момент. И теперь давайте поговорим, какие задачи могут быть в будущем, когда игра World of Tanks Heat выйдет в релиз. Мы можем получить как развитие подобных задач и нескольких компаний, как мы видели на главном экране, либо можем получить что-то новое. Вообще, то, что очень сильно отличается от этого, но я думаю, будет что-то похожее вот на старое, что мы видели на первом альфа-тесте, потому что, не будут же разработчики выбрасывать вот эти наработки в помойку, потому что на это же были затрачены силы, время, деньги, и нет смысла сначала это делать, а потом это отменять и выбрасывать. Наверняка будет несколько компаний, и будут разные задачи. Поскольку мы видим здесь механику компаний, в первых компаниях задачи должны быть легкие, конечно, не такими легкими, как мы сейчас смотрели, старые задачи, но должны быть более-менее простые, чтобы можно было, не знаю, там за неделю хотя бы их выполнить, а не за один стрим, как мы вот это разбирали сейчас, эти задачи. А вот в последней кампании задачи должны быть сложные, чтобы даже скилловые игроки потели, не знаю, днями, неделями, месяцами, чтобы выполнить одну задачу. И задачи, самое главное, должны зависеть от скилла, а не от удачи. В принципе, вот эти задачи, которые мы посмотрели, там зависимости от удачи практически нет, только с тараном там, такое. И то это тоже спорно, на удачу это или не на удачу. А так в основном задачи более-менее зависящие от скилла. Давайте вернемся к первому экрану, и я вот по итогу скажу, какими хочу я видеть ЛБЗ. Конечно, можно оставить вот эту систему, которую мы видели на первом альфа-тесте. Вот есть первая операция рекруит. Здесь легкие задачи сделать. Следующая операция, там, не знаю, какую-нибудь. Сделать ЛБЗ уже посложнее. Дальше следующая операция, еще более сложные задачи и так далее. И уже в последней операции будут такие задачи, которые даже скилловики будут потеть месяцами, чтобы их выполнить. А для средних и слабых игроков эти задачи вообще будут, по сути, невыполнимыми. И давай поговорим теперь про финальные награды. Какие награды должны быть, по моему мнению. Как мы видели в старых задачах, награды выдавались
давались бустера к опыту и серебро. Те же награды можно оставить и в будущем, но опять же в новых операциях с более сложными задачами эти цифры по бустерам и серебру должны расти. Можно еще, кстати, добавлять какую-нибудь визуальную кастомизацию, потому что, как мы все знаем, World of Tanks HUD будет донат через визуал. И поэтому будет очень сильно развита визуальная кастомизация. Поэтому можно какие-нибудь камуфляжи добавлять, краски, 3D-облики и что-нибудь такое. Опять же, в зависимости от сложности задач. И главной наградой, конечно же, должен быть либо агент, либо танк. Как это мы видели на первом альфа-тесте. Награда должна быть такой, чтобы у игрока была цель, чтобы он мог к ней стремиться, и у него было больше мотивации выполнять эти ЛБЗ. Потому что, как и говорил в начале видео, при вводе ЛБЗ 3.0 очень много игроков вернулось обратно в игру, повысился онлайн, плюс еще 11 уровни ввели, и за ЛБЗ 11 уровень дали Маус Кёник, который просто разрывает в руках скилловых игроков. И поэтому и здесь такие же ЛБЗ должны быть. Должны быть ЛБЗ, особенно последние, сложные, и награда за них должна быть соответствующая, чтобы все хотели эти ЛБЗ выполнять. И таким способом в игре еще будет повышенный онлайн. Как я всегда говорил, ЛБЗ это очень хороший способ поднять онлайн в игре. И, наверное, на этом видео будем заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если кто из вас смотрит до сих пор без подписки. Обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете про задачи, какие вы хотели видеть задачи в игре и какие награды вы хотели бы тоже видеть за эти задачи. Также подписывайтесь на Telegram с новостями. Всем до скорого и всем пока.